Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно». Сегодня я буду готовить запеченную индейку в духовке. Это вкусное диетическое блюдо подойдет не только на ужин для всей семьи. Вы можете подать его в качестве основного горячего блюда на праздничный стол. А кисло-сладкий клюквенный соус с приятным цитрусовым ароматом добавит вкуса и украсит блюдо. Итак, мне понадобится бедро индейки, у меня весом 200 кг, 3 апельсина, 4 яблока, 2 айвы, 50 грамм клюквы, 50 грамм корня имбиря, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка приправы для птицы, у меня сухая аджика, соль, свежемолотый перец, 2 столовые ложки оливкового масла и 20 грамм сливочного масла. У меня сегодня вот такой кусочек индейки, это бедро без кости. На мой взгляд, для запекания оно подходит лучше всего. Поэтому даже если я покупаю бедро с костью, я ее вырезаю. Натираю индейку солью. Присыпаю свежемолотым черным перцем. Натираю чеснок и имбирь на мелкой терке, добавляю к ним сухую аджику, в ее составе базилик, майоран, смесь перцев, пажитник, кориандр, можно взять готовые приправы для птицы. Добавляю 2 столовые ложки оливкового масла и перемешиваю. Втираю эту смесь в индейку и даю ей немного промариноваться, в идеале 2-3 часа, но можно меньше. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Запекаться индейка у меня будет на очень вкусной и ароматной подушке из апельсинов, яблок, айвы и клюквы. Срезаю кожуру с апельсинов, чтобы они не горчили. И нарезаю кружочками толщиной около сантиметра. Выкладываю в емкость, в которой буду запекать мясо. Затем нарезаю яблоки дольками, удалив серединку с косточками. Теперь айва. Вырезаю жесткую серединку и нарезаю тонкими кусочками. Осталось добавить клюкву. Можно это оставить сложенное слоями, а можно перемешать. Это не важно, при запекании все вкусы все равно смешаются. Разогреваю духовку до 180 градусов. Мясо мариновалось у меня 1,5 часа, выкладываю его на фруктово-ягодную подушку. Сверху раскладываю кусочки сливочного масла. Накрываю емкость пергаментом, чтобы мясо не зажарилось раньше времени. Отправляю в духовку на час 20, час 30. За это время приготовлю клюквенный соус. Для него мне понадобится 300 грамм клюквы, можно взять бруснику или смородину, сок 2 апельсинов, цедра 1 апельсина, сок половинки лимона, 50 грамм сахара и щепотка мускатного ореха. Ягодные соусы хорошо подходят к мясу и птице. У меня сегодня клюква, но очень вкусно получаются такие соусы с брусники или смородины. Снимаю цедру с 1 апельсина, берем только оранжевую часть, так как белая будет горчить. Покатаю апельсин по доске, чтобы легче выдавливался сок. Можно использовать пресс для цитрусовых, а можно при помощи вилки. Ставлю ситечко, чтобы не попали косточки. У меня апельсины очень сочные и, как оказалось, без косточек. Со 2 апельсина также выдавливаю сок. У меня получилось около 200 мл апельсинового сока.
И еще выдавливаю сок половинки лимона. В ковшик с толстым дном высыпаю клюкву, добавляю сахар, вливаю смесь апельсиново-лимонного сока и добавляю цедру с одного апельсина. Отправляю все это на плиту, довожу до кипения на небольшой мощности. Мой совет: не кладите сразу много сахара. Соус должен быть кисло-сладкий, но все же помните, что это не варенье. В любом случае сладость можно будет добавить по вкусу в конце варки. Варю клюкву минут 10. Можно соус пробить блендером или перетереть через сито, но я хочу, чтобы у меня в соусе осталось немного целых ягод. Поэтому я воспользуюсь погружным блендером и буду взбивать так, чтобы часть ягод не тронуть. Вот такой соус мне и нужен. Добавляю щепотку мускатного ореха и пробую соус. Как раз сейчас можно подкорректировать вкус. Провариваю еще минут 5 и отставляю соус в сторонку. Проверю мясо. Снимаю с него пергамент и оставлю еще минут на 15-20 в духовке, чтобы появилась румяная корочка. Время от времени буду поливать мясо соком, который выделился при запекании. За это время можно приготовить какой-нибудь гарнир. У меня это рис. Все, мясо готово. Достаю его из духовки. Накрою пергаментом минут на 10, чтобы оно отдохнуло, и начну сервировать ужин. Если у вас нет сервировочного кольца, то просто воспользуйтесь чашкой или пиалкой, чтобы красиво выложить самый обыкновенный рис. Насыпаю его в чашку, слегка утрамбовываю, накрываю тарелкой и переворачиваю. Чашка легко снимается, а у вас получается вот такая ровненькая горка риса. Нарезаю индейку прямо в блюде. Посмотрите, какое сочное мясо получилось. Мягкое и очень ароматное. Выкладываю на тарелку яблоки, апельсины и айву. Словом, то, на чем лежала наша индейка. Теперь кусочек мяса. И поливаю все это клюквенным соусом. Ваш вкусный ужин готов. Лучшие рецепты блюд на праздничный стол смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».